Если у вас есть веб-сайт, скорее всего, вы сталкиваетесь с такой проблемой, как обновление контента, переписывание контента, исправление старого, испорченного контента. Любые задачи, с которыми вы столкнулись, они будут всегда связаны с контентом. И здесь, в зависимости от размеров сайта, на самом деле многие не уделяют переписыванию контента на сайте вообще время. Самая частая проблема, которую заказчики обращаются к нам в агентство, они говорят: я хочу продвинуться по какому-то конкретному запросу. Но в рамках конкретного запроса имеется в виду конкретная какая-то страница. И когда человек хочет продвинуться по этому запросу, нужно понимать совокупность, что к этой странице, возможно, нужно, чтобы существовали и другие страницы, которые связаны с этой страницей. И еще нужно, чтобы у вас на вашем сайте с большим обилием страниц не было страниц, которые представляют собой нулевую ценность, которые будут тянуть сайт на дно. И в этом видео я научу вас, как распознавать слабые страницы, как переписывать эти страницы и вообще, как организовать этот процесс у себя на бизнесе, на своем проекте, и так, чтобы это было все качественно, и SEO-специалисты оценили вашу работу на отлично. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEO Quick. Поехали! Давайте перейдем к первой части нашего видео, которая будет посвящена как раз именно процессу охоты за старьем или критериям выбора страниц для переписывания. Конечно же, не нужно обновлять все страницы подряд на сайте. Это ошибка. Нужно найти страницы, у которых есть высокий потенциал, но которые просели или они не дожимают, условно говоря, вам трафик. Это на самом деле очень простые способы. Пользоваться мы будем, конечно же, Google Search Console и будем на примере находить эти страницы, потому что это ваш инструмент. Первое, что мы будем, конечно же, смотреть, это первые странички, которые находятся на пороге топа. Эти странички, которые Google уже полюбил, это места с 4 по 20, но им не хватает авторитета или свежести, чтобы попасть в эту самую жирную зону топ-3. Это действительно золото, потому что минимальные усилия дадут максимальный прирост трафика. Плюс эти страницы уже, возможно, есть в первой десятке. То есть это значит, что пользователь часто их видит. Поэтому инструкция, как найти эти страницы. Вот мы заходим в наш отчет, в Search Console, выбираем 3 месяца. Давайте создадим новый фильтр по позиции, где вот у нас вот они вот фильтры идут, вот у нас вот здесь вот э, позиция, так, здесь у нас нет. И вот страница мы берем. Нужно изначально позицию здесь выбрать и выбираем здесь позиция и выбираем здесь значение, допустим, меньше 20. Ну, конечно же, второй раз мы не можем выбрать. То есть вот мы и вот сортируем их вот так вот снизу вверх можно отсортировать. Можно сортировать по показу. Смотрите, сколько у нас тут страниц получилось? 589 страниц. Мы результат, конечно же, экспортируем в Excel табличку для того, чтобы с ним полноценно поработать. Итого, мы получили вот такой волшебный файлик, в котором есть наши странички, у которых есть средняя позиция, которая практически находится там, где нам нужно. И мы берем, фильтруя здесь, числовые фильтры давайте вот между, от 3 до 20. Вот наш список страниц, с которыми мы можем смело поработать. И, конечно же, я советую отсортировать их по убыванию показов, а не кликов. И вот странички, где явно можно поработать с контентом. То есть вот есть страница с кучей показов, которые болтаются на второй странице в выдаче. На самом деле вот весь этот список, его можно смело обновлять. То есть выбрать хотя бы вот те, которые вот и есть, и вот так вот помечаем. И эти те странички, которые мы будем переписывать сегодня в этом видео. Следующий вид контента, который мы будем рассматривать, это увядающий контент. То есть тот контент, который провалился за какой-то период времени. Он был хорош, но стал сейчас хуже. Его нужно тоже добавить в список страниц на переписывание. Как мы его будем искать? Конечно же, самый простой способ. Мы идем в Google Search Console, выбираем здесь 3 месяца, точно так же, как оно стоит по умолчанию сейчас. И почему 3 месяца? Потому что это период между Google апдейтами. И сейчас мы делаем действие такое, выбираем сравнение. И в зависимости от того, какой у вас тип бизнеса, если у вас сезонный бизнес, например, вы продаете елочные игрушки,
или у вас какие-то товары, которые продаются строго, допустим, в летний, в зимний период, то есть вам важна сезонность, вы выбираете вот так, сравнить последние 3 месяца с предыдущим годом. Если же у вас бизнес не привязан к сезонности, нету сезонных колебаний, выбирайте с предыдущим периодом. Мы берем именно так. Сейчас я показываю на этом примере. Здесь у вас должен быть выбор. Выбираем и получаем список страниц, которые изменились за этот период. И что мы видим? Мы видим здесь в целом ничего такого для нас полезного нет. Самое полезное кроется здесь, где мы видим клики разницы. И вот здесь наша задача найти те самые страницы, которые потеряли большую разницу в кликах. И мы можем увидеть, какие страницы просели, хотя чувствовали себя хорошо. То есть мы видим конкретный список. Что мы делаем? Мы снова его скачиваем, как табличку в Excel, и добавляем эти странички, которые мы здесь видим, на обновление. Следующий тип страниц, которые можно обновить, мы его называем, собственно, техника Эвереста. Это поиск тех страничек, которые имеют высокие показы, но очень низкие клики и при этом входят в первую десятку. Почему этот список очень важен? Давайте мы его сейчас вместе выведем на вот этой странице. Сделать это на самом деле очень легко. Мы берем для удобства не первую десятку, а первую восьмерку. Даже так правильнее брать. Мы берем позиция и берем здесь значение меньше 9, то есть не включая девятку. То есть вот мы получим список страниц и сортируем их, конечно же, по показам. И вот мы видим страницы, у которых действительно огромное количество кликов, то есть показов, но очень мало кликов, хотя они ранжируются довольно высоко. Как видите, тут появляются у нас странички пагинации, это нас не интересует, это мы не будем изучать, мы этот список скачаем, как он есть. Но что мы здесь будем менять? А здесь мы будем менять не контент, а будем менять title и description. Потому что именно эти страницы, скорее всего, не привлекают, потому что в них title и description очень слабый. И обновив всего лишь title и description на этих страницах, можно уже взять трафик. Следующий вид страниц, которые нужно просто очень и быстро обновить, это странички, так называемые мертвецы. Что это значит? У многих страничек мы всегда рекомендуем добавлять год, например, в тайтле. Год в тайтле — это действительно хороший способ подчеркнуть, что страница свежая и обновлена. Но вот сейчас заканчивается год, начинается следующий год, и ваша задача — найти те самые страницы, которые мертвы. Для этого мы воспользуемся очень простым алгоритмом. Мы берем сайт, двоеточие, вбиваем наш сайт и прописываем in title и пишем год. Здесь вы вставляете свой собственный сайт и смотрите. И я проверяю вот так вот, 23-й год. Видите, здесь нет таких страниц, ничего нет. 24-й год проверяю, нету таких страниц. И вы думаете, если это не работает? Нет, это работает. Если вы вставили 25-й год, пожалуйста, вот куча страниц, где год вставлен. То есть, соответственно, вы проверяете все предыдущие годы, чтобы не оказалось такого, что у вас нет. Потому что к следующему году вы должны вот так вот проверять уже свой, собственно, текущий год и проверять предыдущий. Не осталось ли ничего с 2025 года на сайте. Как сохранить вот эту выдачу? Да, вот многие говорят, что типа сложно сейчас сохранить выдачу. Можно использовать специальные тулы, которые сохраняют выдачу и, допустим, ходят по всем пейдж-страничкам и находят эту выдачу. Можно вытащить таким образом все странички с выдачи при помощи таких плагинов. Плагины существуют, ничего в них такого специфического нету. Вот он, допустим, вытащил мне список страниц, сохранил его. Вот он там понаходил какие-то странички. 10 результатов всего лишь нашел. Вот, где есть год. Но лучший способ — это поковыряться в своей собственной админке и найти в админке упоминание в тайтле с конкретным годом. Ну, то есть этим способом легко проверить, есть проблема или нету, в админке уже поискать и поменять весь этот контент. Итого я провел небольшой анализ и собрал список страничек, с которыми я буду сегодня работать. Переписывать, конечно же, во всем видео я не буду все. Это работа у меня на несколько, может быть, месяцев по обновлению контента. Но именно это же нужно делать и вам. Вот, итого я вижу списочек страниц, которые, скорее всего, мне нужно будет обновлять. Главное я отсюда исключаю, потому что она уже в работе, переписывать мы ее все равно не будем лишний раз. Все остальное, все, что здесь есть, да, вот этот списочек, который я понаходил, это то, с чем мы будем работать, и будем его обновлять. Я беру весь этот списочек, копирую его и, конечно же, иду в наш инструмент, веб-сайт аудит. Я рекомендую вам для работы в этом нашем инструменте не использовать добавление всего домена, если ваш сайт огромный, потому что у вас есть определенные лимиты на инструмент, соответственно, в разделе биллинг вы можете посмотреть, сколько у вас лимитов, на какой объем страниц он съест.
Бесплатная версия вообще съест всего лишь 8 страниц, поэтому как бы вы не разгонитесь. Да, и не забывайте, что сейчас действует акция, можно взять за доллар на неделю любой тариф. То есть вы можете посмотреть, там разные тарифы, там идут за доллар, и попробовать их у себя. Но мы берем и вставляем их непосредственно сюда. Вот на всю тут 50 страниц. Мы их таким образом добавляем и сканируем наш ресурс. Он будет сейчас их сканировать, проработает, и мы получим список, аудит нашего контента вот для всех этих страниц. Пока он будет работать, я буду двигаться по контенту дальше. Вы можете так его оставить, не закрывая вкладку. Можете закрывать вкладку, вам на почту придет уведомление. Это если вы, конечно, зарегистрирован, что аудит этих страниц закончен. Что на самом деле мы здесь будем делать? Мы здесь будем организовывать нашу работу. Вот этот инструмент, он и нужен для организации этой работы. То есть именно для этого он нам нужен. Начнем с самого простого. Давайте мы перепишем просто метаданные. Вот этот файлик, это тот самый, где я выбрал странички с огромным количеством показов, небольшим количеством кликов, в принципе, слабым CTR и возможностью увеличить позицию только за счет переписывания тайтлов и description. Более того, как вы видите, есть странички, у которых CTR меньше 1%, но при этом довольно-таки высокая позиция у этого запроса. Можно пересмотреть. Берем, допустим, вот эту страничку, CTOR e-mail, и ищем ее у себя на нашем аудите. То есть мы сейчас берем его, ищем этот URL, ищем CTOR e-mail. Мы ищем его вот по конкретному этому URL. И вот мы видим наш тайтл на русском, тайтл на украинском. Вот полностью сделанный аудит этих страниц. И мы, конечно же, можем прямо сейчас здесь переписать title и description прямо вот в этой страничке. А можем его просто по одну кнопочку сгенерировать. И мы его сейчас сгенерируем и подождем, собственно, результата. Да, не нужно много раз нажимать, нажмите один раз и подождите. Соответственно, потом уже нажмем и украинский. Как вы видите, появились, вот как раз зеленым подсветились созданные наши данные, да, которые вот он создал. Метод title, единственное, что момент я вижу, что он дописал ненужный метод title слово, нам это не нужно. Вот, он создал нам его, как говорится, идеально в таком вот виде, как мы его сделаем. Мы можем его сюда сохранить, все, он переписался здесь. Смотрим на наш description, в принципе, он неплохой, в принципе, и этот тоже неплохой. Ну, давайте мы его обновим, потому что предыдущий все равно не работал. Мы его тоже себе обновим. Да, он, видите, показал себе показатели там типа меньше, но не забывайте, что эти метрики рассчитаны хорошо работать на английском языке, потому что там он учитывает определенные слова. И, конечно же, здесь вот мы видим, что он, в принципе, обновился. Если вам не нравится результат, вы можете его перегенерировать. Вот я перегенерировал как раз его, и вот я вижу, что он создал новый. Давайте мы его как раз, вот это вот наш старый, да, допустим, вот мы его как раз сейчас добавим. Стало чуть-чуть хуже, ну, давайте вот это вот почему-то он добавляет фрагмент, этот метод title, это, скорее всего, временная ошибка, но у вас по-любому он не будет это делать. И здесь вот у нас вот он сразу поставил наш description. То есть вот наш предыдущий, который был обновленный, да, то мы берем, ставим ему вот обновленный этот, и отлично. Переписав так, в принципе, все метаданные, можно смотреть на ключевые слова, которые он предлагает. Можно при желании взять вот этот основной ключ. Вот он, в принципе, и за него и зацепился, за тайтл. CTOR в email-маркетинге, вот он его и предложил нам, видите. Это ключевое слово, вот оно у нас здесь есть. Поэтому у вас есть полный инструментарий для человека, который даже не разбирается в SEO, можно посмотреть относительно того, годится контент или нет. Следующий вид ошибок, который можно найти, уже закинув все странички, которые вы отобрали на наш аудит, это, конечно же, поиск слабого контента. Мы создали очень удобную систему фильтров, которая вам видна вот здесь вот прямо вверху. Вот вы ее здесь видите. И если вы выбираете, соответственно, здесь раздел Low Score, вы увидите странички, у которых очень слабое качество контента. И оно отсортирует странички, у которых контент действительно очень слабый. И вот с ними можно работать. То есть как с ними работать? Давайте мы сейчас вот выведем его. Вот наших несчастных 7 страничек, которые оно отобрало. Вот, одну даже страничку я не смог открыть, потому что мы ее, скорее всего, уже удалили. Но давайте мы будем вот работать над ними. Смотрите, здесь всего 266 слов на этой странице. Это наша страничка нашего веб-сайта аудита на SEO Quick. Например, вот здесь страничка автора, публикация Марины Гребенюк. Как видите, вот тут вообще всего 205 слов. Очень слабая страничка. Здесь, например, вот страничка с бесплатным аудитом по инструментам. Здесь вот 300 слов. То есть очень мало слов на таких вот страничках.
То есть страничка как бы есть, но контента на них нет. И, конечно же, вот мы видим, генератор UTM-меток очень тоже слабая страничка, потому что нету нормальной инструкции для этого инструмента написанной, она слишком короткая, ее нужно явно расширить. То есть, как с ними работать? Конечно же, переписать на них контент. И мы для вас создали удобный инструмент, где вы сможете переписывать контент и генерировать его, если нужно, с нуля. Или, в принципе, можете добавить ваш контент и переписать его вручную, не открывая, создавая дополнительно какой-то файл, не делая ничего там. Вы просто прямо здесь нажимаете кнопку «Контент», ждете, пока спарсится ваша страничка. Да, не нужно торопиться, просто подождите немного. Оно и вот здесь заполняет ваш тайтл. Обращаю внимание, это ваш тайтл, который она берет. Здесь ваш URL, который вы вот сейчас ввели. Не советую его менять, если вы пользуетесь именно таким способом. И вот он вытягивает тот контент, который и есть. Как вы видите, контент очень скудненький. В целом тут вообще, в принципе, больше ничего нет. И поэтому на сегодняшний день вы можете, конечно же, переписать его с нуля, как вам нравится. То есть на сегодняшний день мы видим, что здесь вот есть очень слабенький текст, то есть его мало, есть достаточно сложные предложения, то есть сложно написанные предложения, вот прям видно вам здесь. В принципе, легко написанное, то есть вообще, в принципе, этот контент можно смело переделать с нуля. Я сейчас покажу способ, как его переделать с нуля, используя просто обычный Gemini. Но вы можете в будущем, у нас это будет реализовано на вот этой кнопке. То есть вы просто нажмете одну кнопку, и он вам полностью это сделает. Поэтому я советую вам следить за новостями в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале. Поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Эта функция скоро будет работать у нас здесь. А пока я этой функцией поделюсь для тех, у кого есть платная версия Gemini. Первоначально мы сделаем некоторые шаги для того, чтобы подготовить себя к написанию нового контента. Страничку, которую мы переписываем, это будет вот этот наш генератор UTM-меток. Как видите, тут текста нет. Все очень просто. Задача его обновить. Соответственно, мы идем в наши инструменты, выбираем Check All Tools и ищем вот этот волшебный инструмент. Вставляем сюда эту ссылочку и скачиваем код страницы. Почему это удобно? Потому что здесь у нас скачиваются файлики, которые очень простенькие, мало занимает места, скачивается сразу в папку загрузки без лишних телодвижений. Теперь мы идем в наш Gemini. Наша задача использовать довольно-таки пока сложный промпт. Вот он наш сложный промпт, которым мы будем пользоваться, да. Вот, и вот этим промптом сейчас мы ему скормим код этой страницы и попросим его расширить. Скормив ему этот промпт, я получил от него ответ запроса, то есть где он просит от меня код страницы, он просит от меня контент, который есть в AI-ответе, ответ people also ask и, конечно же, главное ключевое слово. Я сейчас в следующем сообщении ему это все предоставлю. Как мы это будем делать? Как, если вы смотрели мои прошлые вебинары, вы, конечно же, знаете. Мы берем запрос генератор UTM-меток, заходим в браузер и, самое главное, пытаемся скачать все эти ответы. То есть вот у нас есть ключевые слова, у нас, окей, есть контент, и, допустим, и мы его спрашиваем, что это. Почему? Потому что в таком формате мы увидим этот самый AI-ответ. Во-вторых, мы увидим вот эти штуки, ответы на вопросы. И мы, конечно же, их будем сохранять. Вы можете сохранять как угодно, я сохраняю при помощи специальных экстеншенов пока что, потому что другого способа его нет. И я беру, и здесь затаскиваю все вопросы и скачиваю. То есть итого у нас есть код страницы, мы уже скачали. Вот этот контент мы скачали, и осталось скачать только вот сейчас список вопросов в виде отдельной таблички. Я при моменте этого скачивания даже не читаю, что я скачиваю. Обратите внимание, я не смотрю ни один файл, я вообще смотрю сейчас на вас. То, что происходит на экране, я за этим даже не слежу. Я слежу лишь только с тем, чтобы вот сейчас мне скачало 36 вопросов. И мы это сейчас скачиваем и идем в наш Gemini и добавляем эти файлы в ответ. То есть у нас, напоминаю, будет 4 файла и одно слово. Мы берем вот, вот, вот. И, конечно же, то есть 3 файла и одно слово. Мы берем генератор
UTM. Не так масявик. Почему такой сложный промпт? Примерно на таких логичных сложных промптах и работают на самом деле API запросы. То есть можно делать еще сложнее. Это самый такой простой способ. Вот, то есть при помощи такого промпта можно спокойно обработать и получить результат. Если вас интересует конкретно этот промпт, это промежуточная его версия, он есть у нас в Telegram-группе. В Telegram-группу можно зайти только по инвайт-линку. Для того, чтобы получить инвайт-линк, просто посмотрите внизу описание этого видео. Если вы досмотрели до конца, вы увидите инвайт-линк. Он будет оставлен в описании этого видео. Вы сможете зайти в группу и в разделе «Лаборатория» найти этот промпт, полистать историю чата. Там не так много переписки. И смотрите, вот он мне, в принципе, выдал отличный текст, который я могу смело использовать. То есть понятно, что мы его почистим, отредактируем. Вот, посмотрите, прекрасный текст. Мы его можем смело забирать. И давай попросим его убери упоминание Яндекса. То есть вот сейчас он перепишет нам контент, потому что, в принципе, нам не нужно это. Но мы сейчас заберем его и добавим себе в контент-эдитор. Итого, текст готов. Мы его просто копируем. Возвращаемся в наш контент-эдитор, где мы находились. Вот. Убираем все, что тут лишнее, да, то есть вот это вот. Оставляем эту табличку, пускай она будет, она все-таки полезная. Удаляем лишнее. И вот у нас отличный текст, который уже у нас есть. И вот мы берем, у нас есть title description, который предложила система. И мы можем сейчас его тоже прописать, чтобы он не был тут вот так вот в каше. И мы берем наш H1, заменяем его здесь. Вот у нас был тут онлайн-генератор, это мы его вот так подставляем. Вот. URL у нас не надо менять, спасибо. Вот. И наша задача сохранить title и description. Мы берем, копируем title, нажимаем здесь и выводим здесь title, description давайте и H1 сразу. И обновим его здесь. Вот мы здесь сделали title. Здесь копируем для удобства description. И, конечно же, берем наш H1. Все, работа сделана. Лишнее убираем. И самое главное, контент у нас сохранен. Все, что мы сделали, мы его сохранили. Вот он сохраняется, вот документ наш сохранен. Теперь у нас есть просто задача этот текст отправить на заливку. И, конечно же, залить его непосредственно на эту страницу. И мы берем, добавляем доступ, допустим, просмотра ссылки, копируем вот эту ссылку и отправляем ее контент-менеджеру, кому-то угодно, команде, кто занимается заливкой контента. Готовый результат можно просто скачать в формате HTML или doc. То есть вы можете вот так вот по инкогнито открыли, скачать в формате HTML или doc. При скачивании в формате HTML вы сохраняете себе страничку, а вот она открывается, и вы можете его вообще полноценно переносить уже как надо вам в админку. То есть это классический уже HTML-документ, с которым можно просто работать. То есть, например, вот его открыв просто в текстовом редакторе, тут обычно HTML. Вы можете его спокойно заливать себе. Как есть, вот он достаточно почищенный. Можно работать. Возвращаясь к нашему редактору контента, я обращаю внимание, что вы можете с ним полноценно работать, и он сохраняет все результаты. То есть, если мы, допустим, вернемся обратно сейчас к нашим документам, то есть вот мы зайдем в наш сейчас последний отчет от Reports, вот мы его откроем, вот это мы как раз сканировали наш список страниц, и поищем как раз вот нашу страничку, которую мы переписывали, да, веб-сайт аудита. Нет, там UTM-генератор, вот мы ее переписывали. Вот мы увидим, что здесь стоит пометочка, что контент обновлен. И он уже составляет 907 слов, видите? И при нажатии на эту кнопку вы точно так же попадете на этот контент, который вы сейчас переписали. И вот он отредактирован будет полностью как есть. То есть прелесть этого инструмента заключается в том, что вся история документов у вас доступна. И можете просто полноценно с ним работать, перерабатывая одну страничку за другой. Соответственно, перебрав вот так все проблемные страницы, где у вас проблемы с тайтлами, с дескрипшенами, с H1,
Соответственно, все это можно переработать, посмотреть, где у вас какие тайтлы короткие. Вот мы видим, если появилась битая страничка, ее можно при желании удалить. И зачем она нам нужна? То есть вот, например, мы видим страничку о нас, вот не она вот пишется, что она очень короткая. Можно посмотреть, где короткие дескрипшены, где явно они писались давным-давно, и они действительно короткие. Можно спокойно переделать их прямо здесь, обновив, не заходя в сам документ. То есть напоминаю, что есть, если нажать кнопочку вот сейчас All, у вас появится доступная кнопочка AI. При помощи этой кнопочки можно сгенерировать сразу. Генератор использует контент вашей страницы. Он посмотрит, какие в топ-выдаче есть подобные title description и предложит вам переделанный согласно SEO-рекомендациям. Попробуем сейчас как раз переписать полностью под конкурентов статью, которая, в принципе, у вас на сайте вы считаете хорошей, но она проигрывает. Вот у нас есть такая статья, достаточно большая. То есть, если смотреть на нее вот по нашим метрикам, то есть мы сейчас вот ее как раз вот увидим. Вот, мы сейчас ее видим, да, то есть по метрикам она достаточно хорошая, большая статья. Но видим, да, то есть 2500 слов, она огромная, но она плохо ранжируется. Она ранжируется, и мы вот на ее примере как раз и поищем, где у нас пробелы в контенте, что у нас хуже, чем конкурентов, и доверим это, конечно же, при помощи искусственного интеллекта. Первое, что мы сделаем, мы, конечно же, сохраним эту статью, как всегда, при помощи нашего инструмента. То есть вот мы ее сохраняем и получаем код этой странички и сохраняем его себе. И, конечно же, теперь наша задача открыть конкурентов. Мы берем просто, что такое Outreach, и видим, конечно же, вот конкурентов. Вот SendPulse, NetPeak, Referer. Видим вот непосредственно вот эти странички, и мы сейчас давайте будем их открывать. И вот увидим, тут есть какой-то контент, тут есть какой-то контент. Он на первом месте. Возможно, лучше структурирован. Возможно, он более понятен. И мы, конечно же, возьмем и соединим это все вместе и дополним наш контент, который здесь достаточно емкий. И первое, что мы делаем, конечно же, что мы делаем те же самые действия, которые мы делали и здесь. Мы сохраняем наш код страничек наших конкурентах. Ничего лишнего мы не делаем. То есть мы просто взяли, сохранили, потом взяли следующего, сохранили. Вот, мы сохранили. Теперь для удобства мы их, конечно же, переименуем. Я напишу, где наш сайт. Это наш сайт, а всех конкурентов просто пронумеруем. Конкурент 1, конкурент 2, конкурент 3 и конкурент 4. Следующим действием мы, конечно же, создадим новый промпт и будем в нем заниматься этой интересной задачей. То есть вот мы как раз сгенерировали промпт, мы как раз его протестируем и проверим. То есть мы вот ему как раз отдадим этот и посмотрим, что произойдет. Меня часто спрашивали на вебинарах, как я генерирую эти промпты. Все очень просто. Первоначально при генерации промпта вы задаете запрос: мне нужно сгенерировать промпт для, и в зависимости, чем вы пользуетесь. Если Gemini, то промпт для Gemini Gem. Если вам нужно для ChatGPT, то вам нужно для моей ChatGPT. Учитывая его синтаксис, и самое главное, просите его, чтобы он сгенерировал промпт на английском языке. То есть сам текст промпта должен быть просто на английском языке. Они получаются совершенно объемными, такими сложными, но если вы четко прописали инструкцию, для чего вам нужен промпт, какие входные файлы, какие исходные файлы, он вам напишет какую-то вот ту простыню, которую я вот вам показал. А эта простыня на самом деле это просто алгоритм, по которому GPT должен работать и обрабатывать данные. И чем умнее у вас модель, тем лучше он будет это делать. Там прописаны четко директивы, что он не должен делать, что он должен делать, как он должен реагировать. То есть это суженные рамки, чтобы он четко в этой рамке выдавал вам нужный результат. Поэтому такие промпты генерировать, приходите к нам на вебинары. Напоминаю, ссылочка на вебинары будет тоже в описании, где мы проводим лаборатории и генерируем промпты под конкретные задачи клиента. Прямо вот вы написали, мне нужен промпт, чтобы он делал то-то, то-то по SEO-шке. И мы вам его на нашей лаборатории создадим. Поэтому приходите на лаборатории, в прямые эфиры, я вас буду там ждать. Поэтому вы можете попросту использовать вот этот раздел, который называется гемботы, и в гемботе создать свой гембот, который будет с вами работать по конкретной задаче. То есть инструмент по умолчанию, конечно, можно выбрать, как он будет работать, что он будет делать. Конечно же, у нас будет по умолчанию, который есть.
И мы его вот сейчас сохраним, и в нем попробуем закинуть весь наш контент. Зачем нужны вообще такие промпты, зачем их нужно делать, если можно все там руками подписать? Они упрощают анализ. То есть он, скорее всего, напишет статью, которая будет, возможно, хуже, чем ваш оригинал, но у вас никто не отбирал ваш оригинал. Вы можете его фрагменты текста просто вставлять. А он напишет ее структурированно так, как она структурирована у конкуренток. То есть таким образом вы увидите, что, возможно, он сделает статью чуть-чуть лучше, чем ваша в плане структуры. То есть и вы видите, что, в принципе, он напишет статью, ну, очень такую неплохую, используя ваш контент, используя какие-то блоки. То есть он использует ее, напишет конкретно, вот сколько вот он тут накидал нам текста. Мы сейчас проверим, сколько текста он сделал, и мы попросим ее, допустим, расширить. То есть мы можем вот сейчас посмотреть. Вот мы сейчас скопируем этот текст. Давайте куда-то я его сейчас э, зайду, допустим, на наш тул какой-нибудь, который считает слова. У нас есть такие тулы на Anmis. Вот давайте tools. Вот это, допустим, AI Content Detector, он умеет читать слова. Вот мы его сейчас вставим сюда. 824 слова. Мы прямо ему напишем, что давай чуть-чуть больше. Вот. И сейчас вот мы зайдем и попросим его. Напишем ему четко по-английски, то есть, чтобы он четко понимал, как его расширить. То есть он сейчас его переработает и увеличит и до того объема, который вам нужен. Пока что это все действительно сложно, но в будущем наш Anmis редактор, вот этот Anmis, которым мы пользуемся, вот этот весь этот капот, что вы сейчас видите, он будет иметь его за минимальную стоимость. Вообще за минимальную стоимость. Это будет спрятано здесь в волшебной кнопочке. Пока что он отлично умеет переписывать, допустим. Вот я могу вот сейчас переписать вот этот блок при помощи вот этой кнопочки. То есть я выделить блок, могу там expand, выбрать это расширить. И вот он опишет вот этот короткий абзац, вот он расписал его как надо. Смотрите, как красиво так расписал. Мы можем его даже оставить. Почему? Красивый абзац. Вот. Мы уделяем содержание, потому что оно не нужно. Это, скорее всего, тянется системный текст. Вот. И мы его давайте вот сейчас вот уберем. Вот смотрите, я сейчас вот выдержу, например, вот этот блок. И, например, его попрошу тоже расширить. Вот сейчас он, этот короткий абзац, который был написан, он его расширит нам, добавит нам больше контента, основываясь на основной мысли, которая здесь есть. Почему этот инструмент удобен? Да, потому что вы можете легко редактировать результат, и оригинал ваш сохраняется, он его не убирает. Он его добавляет внизу и делает его здесь списком. Единственный момент, что вот он может не понимать, например, списки, это понятно, что списками нужно заняться в ручном редактировании, но я думаю, для многих это не является сложностью. То есть вы можете просто вот так вот сделать, поубирать, где вот он форматированием поработал, и сделать его, вот просто вот так вот выделить, сделать его нормальным списком. То есть вот так вот. То есть этот момент еще, как говорится, у нас пока в работе, он будет скоро распознавать вот этот маркдаун списки и сразу лупить вам списком, как есть. Ну, обратите внимание, из короткого абзаца, который я выделил, да, он создал, в принципе, развернутый абзац. Давайте мы сейчас ради интереса вот его созданный абзац уберем и покажу, например, как, например, укоротить какой-то текст. То есть мы сейчас убираем вот этот блок, он нам не нужен. И давайте вот выберем. Вот, например, вот здесь я знаю, что в этом тексте он написан немножко сложно. Видите, тут каждое предложение отдельно. Давайте мы его SEO оптимизируем. То есть оптимизируем с точки зрения рекомендаций написаний по SEO. Вот. И вот он его переделал. Как видите, особо не переделал, то есть небольшие изменения в целом остались, но он его доработал, то есть чтобы предложения были примерно одинаковой длины. Вот. Давайте попробуем еще один вариант. И мы сейчас этот текст, например, попросим укоротить. То есть мы можем его упростить. Сейчас весь этот объемный текст превратится в короткий абзац. Например, если вы видите, что у вас мысль сильно растеклась по древу, а ваша задача ее укоротить, вы можете таким вот образом просто его сжать, и все, он будет укорочен. Теперь, к примеру, мы возьмем то, что сгенерировал нам GPT. То есть я попросил его переписать же полностью текст. Он нам написал, в принципе, довольно объемную статью, которая, ну, может быть использована уже непосредственно на обновлении. То есть она, возможно, даже лучше.
но, возможно, даже лучше. Мы поэтому ее берем, как она есть, и копируем ее просто себе в контент. Вот, мы ее померили, вот здесь 1540 слов, уже на отлично выглядит материал, то есть хотя бы выглядит. Ну, например, мы сейчас попросим, да, вот этот весь контент, который тут есть, мы его оставим внизу. Старый контент мы не будем убирать. Вот, ну и что наша задача сделать? Фактически у нас написан контент и есть старый контент, и мы можем его совмещать с тем, что есть, и с тем, что у нас будет. Вот. И здесь уже можно смело работать с нашей страничкой. Вот. Это наш H1, который нам предложила система. Вот. И вот, например, наши абзацы, да, которые мы тут генерировали, да, для вступления, вот можем их себе оставить. Вот. И, соответственно, текст, который мы видим, здесь вот он уже идет непосредственно, потому что нам генерировалось. Здесь мы можем спокойно работать. Здесь у нас есть таблички, которые можно хоть при желании там расширить, чтобы у вас оно было визуально удобно расположено. Не обращаем на это внимание, что оно сбоку. На самом деле на сайте оно будет как надо прижато к краю, эта табличка. И здесь у вас фактически из таблички, то есть статья написана уже как надо. То есть вы можете просто теперь уже перелистывать статью, смотреть ваш старый контент и вставлять его туда, где он вам нужен. И над ней уже можно полноценно поработать. То есть, смотрите, я сгенерировал отличный каркас статьи с таблицами, с чем угодно. То есть тут уже достаточно контента. Вот есть примеры писем, которые тут написаны. Есть блоки, и моя задача просто теперь перечитать вот наш старый текст. Вот мы здесь вот так его пометим. Старый текст. И просто задача старый текст, где у вас ваши экспертные какие-то мнения, ваши мысли, которые вы считаете, что вам нравятся, вы можете их просто повставлять уже в непосредственно блоки, где вам их не хватает. Вот. На самом деле инструмент позволяет полноценно работать в документах, не напрягаясь. То есть вы можете брать, вот, например, вот здесь интересная идея распределения списка контактов. Вот там на акулы, щуки, караси можно скопировать этот блок, как он есть, и добавить его непосредственно в тот блок, там, где вот соответствует вверху. Итого, как вы видите, в принципе, готовый контент можно собрать из кусков лучшего контента и вашего контента, повставляв его в нужные блоки, переписал нужные блоки при помощи нашего редактора контента. И в чем преимущество? Весь контент, который вы таким образом сделаете, сохраняется и никуда не пропадает. Он доступен будет вам и тем людям, с которым вы поделитесь. Например, этот контент, который я сейчас создавал, я могу поделиться с автором контента, либо дав ему доступ на e-mail, например, отправим его в почту, да, то есть отправим ему приглашение на почту, и он его примет. А также могу вообще сделать доступ всем по ссылке на этот документ, и любой пользователь сможет его открыть и точно так же редактировать его вместе со мной онлайн. Он сможет полностью его редактировать прямо непосредственно в документе. То есть он может здесь писать все, что ему нужно. То есть у него будет доступна возможность даже написать какой-то либо контент, оставив запись. Единственный момент, что совместное редактирование, если не ошибаюсь, мы сейчас сделали временно доступным только пользователям, которые зарегистрированы. Но да, позволяет возможность редактировать двум пользователям одновременно, что как бы удобно. Фактически вы получаете аналог Google документа. То есть, если же я его пришлю, например, другому пользователю, который есть в нашем тоже веб-сайте, увидите, он сможет его редактировать. Обратите внимание, я его открыл с инкогнито, я открою его сейчас с другого пользователя, вот прямо сейчас залогинюсь из другого пользователя, и он тоже сможет его редактировать. Напоминаю, в инструмент можно зарегистрироваться просто зайдя через Google аккаунт. Если вы не регистрируетесь в каких-то других способах, можно просто залогиниться через Gmail аккаунт. Это вот достаточно, он понимает прекрасно. И теперь, если мы, допустим, зайдем в этот документ, мы точно так же сможем его редактировать, потому что я дал доступ по ссылке редактору любому пользователю. И, соответственно, любой пользователь может тут писать все что угодно. И, допустим, написанный контент, да, а потом в итоге я получу обновление на основной своей странице точно так же. Вот видите. Напоминаю, с первого раза промпты даже для записи этого видео не получились. Я их переделал по нескольку раз. Поэтому работа по генерации промптов — это действительно
задача, которой нужно научиться. Как я говорю, мы создадим те самые промпты, которые будут работать по умолчанию в нашем редакторе контента Unmist. Но в целом, если вы хотите разобраться в этой сфере, напоминаю, можно писать мне в Telegram нашей группе, и мы там эти темы обсуждаем. Ну, условно говоря, промпты, которые вы делаете, да, можно делать там, они строятся по простой логике. То есть вы четко объясняете пользователю, кто он такой. И вот и я на примере одного из промптов покажу его логику структуры. На примере, вот, например, контент-инспектора, простенького промпта, можно посмотреть, как он устроен. Первоначально я четко говорю, кто он такой. То есть он должен четко принять роль, кто он такой. Промпты, само собой, все пишутся на английском. Второй раздел промпта — это inputs. Это что конкретно я должен ему дать. Третье — это, собственно, что он должен в какой логике делать. И четвертый блок, output формат, что он должен выдать в итоге. Расписано детально, что он должен выдать в итоге. И вот этот блок constraints — это непосредственно директивы, которым он должен придерживаться, когда генерирует свой ответ. То есть алгоритм и директивы, и роль. То есть алгоритм, понятно, вот начинается с input, процесс и output — это алгоритм, да. Директивы — вот отдельный блок constraints и, конечно же, роль. Первый абзац. Здесь прописана четко роль. Вот структура любого промпта. Если вы научитесь делать такие промпты, вы сможете легко автоматизировать рутинные задачи. Заметьте, раньше на рутинные задачи нанимали обычно низкоквалифицированных специалистов. Когда вы слышите, что там из-за AI увольняется куча сотрудников, вот увольняются те люди, которые делали низкокачественную работу. Их увольняют, потому что люди заменяются на AI, потому что один человек при помощи AI-промпта может нагенерировать гораздо больше, чем другой человек будет это писать руками, однотипно, одинаково. Автоматизация шла еще, когда Excel появлялся, когда люди при помощи Excel писали там все что угодно, там делали переделки контента, когда люди просто при помощи сервисов автозамены заменяли, там переделывали контент. Я помню, даже были такие уникализаторы, я сам таким пользовался, когда генерировал тайтлы, дескрипшены. Вот. И да, на сегодняшний день AI забрал вот всю эту функцию, он научился автоматизировать задачи. Поэтому промпты учиться писать — это то, что нужно вам будет на первое время. Ну и, конечно же, перейдем к четвертой части. Это проверка. Как проверить, что то, что получилось, хорошо? В первую очередь, конечно же, можно проверить в нашем редакторе контента, который проверит грамматику, структуру, сложность написания предложений, расположение заголовков. Все это можно увидеть в нашем контент-эдиторе. Как это увидеть, сейчас покажу. К примеру, находясь в контент-эдиторе, вот нашей статье, можно при желании посмотреть, какие есть ошибки, что он считает ошибкой. Ну, например, я вот вижу, тут есть быстро, видите? Я хоп, поменял, все, он исправил эту ошибку. Ну, follow, ну, я не буду менять, потому что это правильно. И URL — это правильно, это я знаю, что e-mail, где-то ошибка была с буквой, поправили. Возможно, была русская буква. Теперь, здесь же мы можем посмотреть, конкретно SEO-читабельность нашего предложения. То есть мы можем посмотреть, структуру заголовка. Видим, мы видим 2H1. Понятно, что нам не нужен 1H1, мы убираем второй. То есть, например, оригинальный мы убираем, оставляем тот, который у нас есть. Все. Здесь мы видим структуру, мы видим здесь, вот видите, нарушенную очередность H3. Все это видно прямо вот в нашем редакторе. То есть для удобства можно смотреть его и прямо здесь все исправлять. Вот, там это старый контент, я напоминаю, что я его не редактировал. Здесь я могу увидеть, какие предложения написаны сложно, какие легко. Я могу подсветить сложно написанные предложения и при желании их упростить. Напоминаю, у нас есть такая возможность автоматизировать это, то есть можно сделать simplify этого предложения, и он его перепишет. То есть самый простой способ — это какие-то сервисы, которые проверяют грамматику, читабельность, структуру. Пожалуйста, контент-эдитор это умеет делать. То есть, и, соответственно, вот мы сгенерировали контент, мы его убираем, вот этот вот старый, и оставляем то, что вот новое. Вот это на 2 раза нажали, видимо. Вот. Здесь восклицательные знаки, которые вот он был, он его вежливо оставил, потому что подумал, что, наверное, так надо. Ну, это на самом деле так не надо, мы это уберем. Вот. Обратите внимание, вот мы получили отличное руководство, которое написано
как говорится, для нас. Какой дальше вообще вариант? Конечно же, это проверка на воду. На воду пока что наш инструмент проверять не умеет, факт-чекинг такое делать, но мы всегда это можем сделать руками. Мы можем при желании сохранить наш текст, то есть, например, да, вот экспортнуть его в виде документа и отправить в ChatGPT и просто попросить его, а, как говорится, проверить его. То есть, если чаще всего новый текст должен быть такой же длины, но содержать больше фактов. То есть, если длина увеличилась, а количество фактов не увеличилось, то можно взять оригинал, можно взять ваш новый переписанный текст и проверить его на наличие воды. Просто попросить ChatGPT. Конечно же, есть SEO-скоринги, есть платные сервисы для SEO-скоринга, где можно проверять. Я напоминаю, что у нас это все делается бесплатно. То есть, напоминаю, здесь все метрики можно проверить прямо здесь, далеко не убегая. Ну, он посчитает, сколько в среднем здесь у вас символов в статье, и даст вам четкую информацию, что делать со статьей. Напоминаю, что здесь еще не удалил наш старый контент, но его можно, в принципе, грохнуть, потому что он уже не нужен, и мы его сейчас вот уберем из нашего контента. Вот здесь вот был наш, вот наши выводы. Вот до старого текста мы вот это все удаляем. Вот. И он сейчас пересчитает длину контента, он не сразу это делал, и вы увидите общие показатели по статье. И, конечно же, факт-чекинг. Самое важное проверить — это вашу статью на предмет, вот видите, на 12 число, на предмет фактов. Все ли факты тут достоверны? Соответственно, вот мы экспортируем файл и создаем простейший промпт просто в Gemini, которого задача будет как раз и проверить. Мне нужно, пишем, мне нужно проверить статью по EEAT, давайте, и на факт-чекинг. И давайте приложим сюда нашу статью, которую мы скачали. Вот она. Мы ее добавляем и, конечно же, отправляем на анализ. Заметьте, я все время пользуюсь AI. В последнее время я реально с ним не разлучен, потому что AI на сегодняшний день позволяет решить миллионы задач, ну, в таком вот в автоматическом режиме, не тратя на это огромное время. Потому что по его анализу вы уже проще можете открыть и посмотреть то, что вам нужно. Понятно, что можно сесть и вычитать, можно воспользоваться знанием, но помните, ваши знания тоже ограничены, вы можете не все знать. Да, понятно, что он может что-то пропустить, поэтому проглядеть текст глазами обязательно. Но я всегда делаю параллельно, пока читаю статью, делаю запрос в промпт соответствующий, чтобы он мне проанализировал. И читая статью, потом читая вывод промпта, это как будто вы попросили коллегу проверить. Я не говорю, что он за вас должен делать всю работу. Представьте себе, что это ваш коллега, достаточно умный, да, которому нужно просто правильно ставить задачи. Но это всего лишь коллега, то есть который выполняет те задачи, которые вы ему поручили. Он не идеален, он может ошибаться, может делать глупости, но это коллега, это человек, которому вы поручаете задачи. И вы от него получаете отчет. Вот мы смотрим на этот отчет, и мы видим, где слабые стороны. Окей, нет указания автора, логично это будет. Смотрим, где тут сильные стороны, да, то есть, окей, рекомендация. Здесь у нас это есть, вот нужно вот этот момент, да, вот подописывать такие моменты, сигнал личного опыта, рассказать про реально работающий outreach. То есть вот мы здесь сделали, здесь смотрим. Терминология, здесь все отлично. Вот видите, там пояснение, почему такие-то цифры. Вот взять, найти это предложение, найти этот абзац, и можно надиктовать голосом, и он распознает там, допустим, тот же любой сервис, да, по распознанию голоса, прямо на телефоне можно диктовать его и вставить. Теперь смотрим здесь. Сильные стороны. Вот, смотрите. Статья по белая 7 оплата мастером за размещения, да, то есть окей. Вот этот вот блочок можно прям скопировать и вставить. Вот. Вот видите, тут вот вердикт спорно. Можно, например, вот эту фразу просто удалить. То есть, да, вот, например, верно. Хара, да, то есть сервер куплен, видите, тут тоже фаворит информацию. Верно, верно. Вот он вам все факты понаходил. Отлично, то есть шикарный анализ, и я, заметьте, на него потратил всего, вот сколько тут слов в этом абзаце, всего ерунду. Но я получил шикарный анализ всей статьи. Если вы до сих пор еще думаете, как это сделать, простой промпт, и вы получаете детальный анализ для вашего материала.
просто в Gemini. Ну и, собственно, по поводу организации процесса, как я сказал, удобно использовать действительно наш контент-эдитор. Здесь с ним вообще никаких проблем нет, потому что мы его создавали именно под эти задачи. К примеру, если вы зайдете потом в ваш контент-эдитор, в ваши проекты, то есть, допустим, вы зайдете в профиль, вот вы зайдете в раздел Reports, здесь будут все проекты, с которыми вы работали. И все, что вы делали, где вы переписывали контент, вы сможете зайти, посмотреть, организовано как работа, где какой контент у вас добавлен. Собственно, вот в свежем проекте мы видим, что здесь пока еще ничего нет, но в целом вы можете видеть общий список проектов, который у нас добавлен, с какими ведется работа, с какими нет. И этим проектом точно так же можно поделиться, можно отправить в виде таблицы, можно поделиться, дать человеку, допустим, ссылку на редактирование этого проекта, то есть, и, соответственно, человек сможет тоже заходить, смотреть на него. А лучший способ, если вам нужно поделиться, чтобы, допустим, контент-менеджер его скачивал, вы делаете просто превью и отправляете ссылку на превью. И человек получает ссылку, сможет спокойно в нем смотреть, а вы как редактор в нем все редактируете. Или же наоборот, вы делаете его editable, да, и, допустим, вы залили список страниц, ваш коллега зашел, и в нем, допустим, создает контент в этих страничках, которые уже есть в этом проекте. Ему не нужно ничего делать. Удобно? Конечно, удобно. Весь контент у вас под рукой, никуда не девается. И, соответственно, вот, допустим, вам нужно найти ту статью, которую вам нужно залить. Мы ее сейчас находим. Outreach. Вот, мы ее сейчас находим. Пожалуйста. Вот у нас сохраненный контент для этой статьи. Вот мы ее можем открыть. И пользователь сможет легко с ней работать. Если вы ведете какую-то систему внутреннего учета задач, соответственно, вы сможете легко сказать, какой URL вы там переделали, да, человеку там дать задачу на заливку. Он просто зашел в проект, нашел этот URL и залил его непосредственно на сайт уже в готовом виде с готовыми метаданными. Организация работы — это то, ради чего мы этот инструмент создавали. Попробуйте, зарегистрируйтесь, возьмите себе триал на недельку, попробуйте организовать внутреннюю работу именно по контенту в нем и напишите нам результат. На этом все. Я рад был вам рассказать, как пользуемся этим мы. Я понимаю, что инструмент мы делали очень долго, но уже несколько месяцев, где-то вот 2 месяца мы работаем над этим инструментом внутри нашей команды. И на примере этого сайта нашего я решил вам показать, как устроена в целом работа с нуля. Спасибо за то, что досмотрели до конца. И, конечно же, я буду ждать вас на нашем канале каждый четверг на лабораторию SEO Quick. Всем спасибо и пока-пока.